Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить самые вкусные, нежные домашние вареники с творожной начинкой. Для рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Для теста молоко, растительное масло без запаха, соль, яйца и мука. А для начинки понадобится творог и 1 желток. И, конечно, подробный рецепт я напишу в описании под видео. И начинаем мы наше приготовление с теста. Для теста нам понадобится холодное молоко, это обязательно, должно быть из холодильника. И яйца тоже из холодильника, холодные. Мы разбиваем в чашу 1 яйцо. И от 1 яйца белок мы отправим в тесто, а желток к нашей творожной начинке. У нас творог домашний. Я сюда не буду добавлять ни сахар, ни соль. Вот так вот. Мы желток отправляем сюда. Далее мы берем холодное молоко, наливаем. Соль, пол чайной ложки соли. И 2 столовые ложки подсолнечного масла. И перемешиваем все ингредиенты. И поэтапно будем добавлять муку. Вот так перемешали, и уже можно добавить не все сразу. У нас здесь полкилограмма муки. Вот мы добавляем частями. Вот 2 ложки добавила и перемешиваем. Должно у нас получиться вот такое эластичное тесто. Я покажу, какой консистенции мы будем добиваться. Вот так вот, посмотрите. Сейчас я немножко посыплю доску мукой. Вот так. И отправим сюда наше тесто. Будем месить теперь уже руками. Вот так. Месить нужно будет где-то 5-7 минут. Сейчас еще сверху муки добавим. Вот так. Вот так вот. Подпыляем немножко муку и вот так вот месим. Вот посмотрите, на такое количество молока у нас было 250 миллилитров молока. И точно ушло ровно 500 граммов муки. Мы продолжаем замешивать, но еще немножко домесим. Посмотрите, какое тесто мягкое, приятное. Смотрите, видите? Вот так вот замешиваем. Все, вот так вот, смотрите, мы тесто замесили. Оно получается, видите, вот такое мягкое. Немножко подпыляем стол мукой. И вот так вот оставляем. Накрываем или пленкой, или вот я буду накрывать нашей миской этой. И оставляем на 20 минут. За это время я хочу еще смешать этот желток с творогом. И мы будем ждать теста. Вот так вот соединяем 1 желток с нашим творогом.
Если вы любите сладкие вареники, можно сюда добавить и сахар. Если будете добавлять, то можно 1-2 чайные ложки. Но так как у нас творог домашний, он сам по себе очень вкусный, я сюда ничего добавлять не буду. Вот так перемешиваем. Накрываем обязательно пленкой. И ждем, когда будет тесто наше готово. Вот так. Все, тесто у нас уже готово. Мы сейчас разделим на несколько частей. Эту миску мы отправим сюда. Смотрите, чтобы удобно было формировать вареники, я буду делить тесто на 4 части. Вот так. Остальные, пока мы будем заниматься одним колобком, остальные кусочки у нас будут отдыхать. Под пленочкой обязательно. Вот так формируем вот такую колбаску. Смотрите, вот так вот. Как такой жгут делаем. Вот так. И потом будем резать на маленькие такие кусочки. Граммов где-то 10-20. Я на глаз всегда режу. Сейчас я вам покажу, как мы это делаем. Вот так от середины к краям. Вот так вот раскрываем тесто. И вот режем на вот такие вот кусочки. Вот так. Посыпаем сверху мукой. Видите, чтобы они не прилипали. Вот так. И сейчас будем раскатывать. Посмотрите, вот так вот. Так намного легче. И не остается никаких кусочков лишних. Смотрите, не тонко раскатываем. Вот так вот. Потом пальцами будем раскрывать. И так вот каждый наш кусочек. Вот так раскатываем. Немножко можно скалку мукой сделать. Вот так раскатываем и оставляем. Вот так мы подготовили наши кусочки, будущие вареники. Вот так берем кружочек один такой и накладываем сюда начинку. Вот так. Скрепляем. Тесто очень удобное, очень мягкое. И хочу сказать, что очень хорошо переносит заморозку. Я часто готовлю по этому рецепту. И иногда замораживаю, очень удобно. Вообще вот лепка вареника в нашей семье — это любимое занятие моих дочек. Что Ануля, что они любительницы помогать мне. Мы втроем лепим и с картошкой, и с творожной начинкой, с мясом, с любыми начинками. Вот так, посмотрите, как красиво у нас получается. Мы припыляем поверхность. В данном случае я взяла такой поднос мукой. Вот так сразу формируем вареники. Смотрите, вот так. И кладем сюда. Вот так. И продолжаем дальше лепить наши вареники. Видите, как получается? Очень быстро. Хочу сказать, обязательно накрывайте тесто пленкой для того, чтобы не образовалась вот такая вот корочка. И тесто будет мягкое и удобно будет работать, когда накрывать пленкой. Или пленкой, или полотенцем каким-нибудь. Мы уже приступили ко второму колобочку. И тесто, когда отдыхает, с ним очень удобно работать. Продолжаем формировать наши варенички.
Я не взвешиваю, но приблизительно где-то до 10 граммов каждый вот этот вот кусочек. Обязательно и под низ, и сверху насыпаем мукой. Я взяла вот так вот пиалочку с мукой, и очень удобно подсыпать вот так вот. Все, мы уже закончили лепить вареники. Посмотрите, у нас было 350 грамм творога, и полностью мы сделали столько вареников получилось. Заранее поставили уже воду на газ, чтобы она закипела, и уже можем варить и пробовать. Вода у нас закипела. Мы добавляем сюда пол столовой ложки соли. Перемешиваем. Вот создаем вот такую, знаете, как воронку. И вот сюда уже отправляем вареники. Как только они всплывут, засекаем время 4 минуты и варим 4 минуты. Вот так вот помешиваем и бросаем. Вот с этого момента, видите, уже хорошо кипят вареники наши. Засекаем 4 минуты. Посмотрите, они такие белоснежные, такие красивые получились. Прошло 4 минутки. Посмотрите, уже можно доставать наши вареники. Еще хотела показать вам, что я вот так вот нарезала масло сливочное кубиками. Сейчас мы сверху для более сливочного вкуса, нежного, мы добавим сюда к нашим вареникам. Вот так перекладываем. Вот так вот. Чуть-чуть остынут, и мы будем их пробовать. И вот так вот, смотрите, кладем сливочное масло. Вот сюда. Сейчас масло растает и даст свой необычный такой вкус. Вот такой вот, смотрите. Друзья, вот и готовы наши домашние, очень вкусные, ароматные вареники с творожной начинкой. Обычно подаем мы такие вареники со сметаной. Мы сейчас Ане дадим, она попробует. Они очень любят такие вареники. Вот так вот на каждый вареник. Они немножко горячие. Сейчас они подуют. Да, Ани? Ты любишь, да, такие вареники? У нас получается тонкое тесто и много начинки. Посмотрите. Видите? Как красиво получается. Да. Угу. Ну как? Шатунова. Вкусно тебе, да? Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди нас ждет много домашних, душевных и очень вкусных рецептов.